Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем играть от механиков в Шерлок Холмс, преступление и наказание. Думаю, игра понравится, поскольку сам сериал, который пускай уже давно не понравился. Поэтому я решил сыграть и заснять эту игру. Но мы их пропустим. Дедуктивный значок появляется при каждой новой улике. Дедуктивный значок показывает, что на основании найденных улик можно сделать дедуктивный вывод. Будем даже выводы делать. Во время исследований появляются улики. Вы можете вывести справку по игре. Но справка нам не нужна. Я думаю, мы и без нее справимся. А вот выводить дедуктивный вывод, это будет замечательно. Насколько помню, в другой части 2012 года, которая выпускалась игра, там дедуктивный вывод вводился просто в книжке. Хорошая. Holmes! Кажется, снова эксперимент. Неудачный для нас. Holmes, will you stop that? You are utterly mad. Чуть не пострелил Ватсона. Музыка, конечно, была. Stop, Holmes! Is that you, Watson? Yes, of course it is. And you almost killed me. Nonsense. I was aiming for the vases. Blindfolded? Watson, quiet, please. I'm trying to concentrate. Проверенные шаги. Верхний вышников. Полицейский. 9-я ступенька института. 5-я. Ah, Lestrade. What is it this time? He can see me. Well, here it is, and it's a good one, Mr. Holmes. A gentleman by the name of Peter Carey, also known as Black Peter, has been murdered. A sailor, most probably. What happened here? Сразу же. Oh, Mr. Holmes, how could you? It's the only exercise I've had all week. A grateful client from Limoges sent me a vase collection this morning. I couldn't think of a better use for it. You're out of your mind. I missed 4 out of 10. Given you were blindfolded, that was very good. Can I have a try? Am I the only sane one here? I suppose that Watson is right, Inspector. A little brain work would be preferable now. Do please tell us more about Black Peter. Peter Carey, born in 1845 and 50 years old. An ambitious sort, he achieved much success in seal and whale hunting around Scandinavia. Retired in 1884 with a small fortune. He invested his money in a property called Woodman's Lee, near Forest Row in Sussex. It was where he lived for 6 years, and where he was found dead yesterday. Has the investigation already begun? Yes and no. In fact, this crime is so mysterious that I would prefer you to join me down there. Give me half an hour to prepare, Inspector. Take your time and join me there. I have to go through the yard first. The Medi men struck again. What have they done this time? They robbed a powder reserve. I'll meet you at Woodman's Lee, Mr. Holmes. I should help Mrs. Hudson here. I also have several appointments that I must keep this afternoon. I shall go alone then. То есть мы будем без Ватсона. Ну и ладно. Нажмите Tab, чтобы открыть журнал. Не знаю, как идет расследование. Журнальчик.
Ваше задание. Раскрыть убийство Питера Керри, изучите место преступления внутри, выберите из своего гардероба подходящий костюм и присоединяйтесь к розыску. Это у нас карта. Улики. Питер Керри. Ну, то, что нам сказал Лестер, это не. Документы, диалоги. Весь диалог, который происходит между своими персонажами, записывается в эту книжку автоматически. Сувениры, диалоги, портреты персонажей. Ну, теперь нам надо найти гардероб для того, чтобы переодеться. Берхом-то Холмса. Я думаю, здесь должен быть гардероб. Ну, скорее всего, здесь шкаф. Отлично. Гардероб. Халат. Я бы и в халате поехал. Я же Холмс. Моряк. Нараспашку. Странное название, конечно. Если только рубашку на распашку. Повседневный. Чёрный. То есть практически ничего не отличается от повседневного. Но название коричневый. Зеленый. Серый. Светлый. Бандит. Возьмем бандит. Первый. Кстати, смотрю, эти у нас пока закрытые костюмы. Давайте возьмем повседневный. Приемный столик. Прически, шляпы. То есть мы можем сами выбрать, какую сделать ему прическу. Здесь ли ему очки, отрастить ли ему усы и бороду. Не думаю, что Холмсу пойдет усы и борода. О, лысый Шерлок Холмс. Это ужасно. Ладно, они все равно закрыты, поэтому не будем все просматривать. Так, очков 2 можно посмотреть. Ничего интересного. Ради интереса. Усы и бороды. Ужас. Не будем даже. Ничего смотреть. Так. Ну, я думаю, переоделся. Отправимся в Будет. Отлично, это лучше. Пока он едет. Неплохо разработчик придумал. Мне нравится пока что. Приехали. Вот и начнется наше первое расследование. Mr. Holmes, I'm over here. Come on. А вот и Лестер. Если выполнено. Костюмчик. Костюм есть. Изучите место преступления. Раскрыть убийство. Опа. Окей. Сконцентрируйтесь на поиске деталей, которые другие не заметили. Земля вокруг дорожки. Следы. Посмотреть. These footprints appear to be quite large. Большие. Кто-то очень с большими ногами здесь был. Сад. It seems that the garden was well Сад выглядит maintained. немного ухоженным. Ну, согласен. Значит, что за ним ухаживал. Давайте еще чем посмотрим. Что здесь было? Следы. Требуется улика. Надо искать улики. Что-то мы видели, еще земля. Да.
Скорее всего, это и были следы. Там больше не видно. Бегать можно? О, здесь можно бегать. На shift можно бегать. Inspector Lestrade, when will you remove my husband's body? It's sacrilegious to leave him here like this. As soon as we can, Mrs. Carey, I assure you. Allow me to introduce you to Mr. Sherlock Holmes. He's a detective. No doubt you've heard of him. I'll wait for you in front of the cabin, Mr. Holmes. My condolences, Mrs. Carey. Thank you, Mr. Holmes. О, сейчас мы будем с ней общаться. Do you remember at what time you found your husband's body? In the morning, at around 7 o'clock. I noticed the cabin door was open, but I didn't go in to take a look, for I knew my husband would not have liked it. At around 10 o'clock, I dared to glance in through the door and... Oh dear. Was your husband accustomed to receiving visitors? Oh, no, I don't think so. I mean, he didn't really have many friends. He lived quite an isolated life here, after his retirement. Madam, can you tell me if you saw or heard anything unusual upon the night of the murder? At 2 o'clock in the morning, I heard a terrible scream, but I thought nothing of it then. He would scream all the time when he was drunk. Can you please tell me what occurred on the evening of the murder? Well, Peter got drunk in the evening. He was in such a terrible temper. Usually, whenever that happened, he'd stay all night drinking in his cabin before passing out. The garden is very large and well maintained. Do you employ someone to look after it? It is true, there is a lot of work, but my husband took care of it himself. То есть садовника не было. Значит, мы еще можем ее осматривать. Это хорошо, это хорошо. Назад вперед. А, понял. Лонч. Камеля. Католические четки. Силовая перчатка. Ладно, синица. Так, что-то я еще пропустил. Скорее всего на ней. Причем что-то на лице похоже. Так думаю. Нет. Странно. О. Скворечник. А скворечник тут почему? Ну ладно, это помню. You have indeed suffered a great loss, Mrs. Carey. Nevertheless, I believe it will be less of a burden for you soon. Yes. Life with Peter was never easy, but he was still my husband. He was different, wasn't he, when you first met him upon your return from Plymouth? Yes, Mr. Holmes. Oh my goodness, but how do you know about that? Что-то Холмс уже узнал. Опа, давайте начнем. Для продолжения исследования найдите улику, которая опровергнет заявление персонажа. Откуда вы узнали о жизни жертвы? Очень трудный сад. Следы. Ну, эти сведения не подходят очень. Паломничество. You undertook a pilgrimage to the Cathedral of Santiago de Compostela when you were young. That much is evident from the rosary in your hand. The shortest route for the pilgrim from England to Spain is from Plymouth. I believe that you met Peter Carey as a young sailor there, and you married him soon afterwards. That is indeed what happened, Mr. Holmes. How extraordinary. Потрясающе. Но даже я удивлен. Thank you, madam. Хотя это Холмс, все норм.
О, здесь у нас появился портрет персонажа. В уликах у нас женщина, которая пришлось не сладко. Кожаный сап, следы, много сведения. Понятно. Журнал задание. Изучите место преступления, убийства. Нашего Ватсона, это говорит. Где Ватсон? Ватсон внизу. Бежим до Ватсона. Peter Carey's body is inside the cabin. Лайтрит я забыл. We took care not to touch anything. Без Ватсона скучно. Ладно, будем стоять. Открыть дверь попросили. The door is locked. Wait just a moment, Mr. Holmes, and I'll open it. I locked it yesterday to ensure that no one should enter the cabin and tamper with the evidence. Ah, good thinking. Hello, hello, hello. What is it, Lestrade? It seems to me that someone has tried to force it, Mr. Holmes. Let me see. Давайте посмотрим. Посмотреть. Вот дверь. Дверной замок. Царапины. Опа. These scratches are fresh. You're right. Someone tried to force open the door. I swear these scratches were not here yesterday. Now, a mysterious visitor came here last night. Well, he's not the man for the job. This lock is not a difficult one. Perhaps he did not have the right tool. Ну да. Открыть. Что у нас есть физиономия? Давайте посмотрим. О боже. What a terrible way to die. Ужасная смерть. Ну, начнем просмотр. Vision. Что-то ничего нету. Пол. Смотреть. Подозрительно пустое место. Следы пыли. О, This place is not covered with dust, like the rest of the shelf. An object was taken from here. It was larger than a book, a box or a small chest, perhaps. Позволяет представить себе предметы и события, настолько ограничены. Ладно. Хорош. О, The tooth of a sperm whale, probably from one of Peter Carey's catches. Слушай, ты умный. О, карта. Смотрим карту. Dundee, По идее, куда он ведет? Hammerfest. It's a whaling map. Это карта китобоя. Понятно. То есть зеленым подсвечивает то, что мы все посмотрели. Здесь смотреть нечего. Опа, судовые журналы. The ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Улики. Спросить. На полке Керри остался след от пыли, как будто что-то с нее недавно взяли. Возможно, коробку или небольшую шкатулку. Я думал, буду спросить у его жены. Тут мы The смотрели. ship's logs of the Sea Unicorn for the years 1878 to 1884. Peter Carey was her captain. Столько мух. Ужас. Так, сундук. Посмотреть содержимое сундука. Ботинки. Peter Carey's boots. They look to be a size 8. То есть ты забрал себе. Скорее всего, будем со следами сравнивать. Old navigation instruments, nothing interesting. Ничего интересного. Согласен. Все, посмотрели. Так, о, стол. На столе. Rum, Бутылка. a sailor's Ром. drink. И что мы ром Someone пьем? drank from this glass recently. It seemed that Captain Carey was enjoying a drink before he met his death.
А почему здесь две рынки? Он же один был. Точно. Поворачивать объект, чтобы смотреть его и найти новые детали. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. The initials PC have been crudely burned. A sailor's work. Поехали. Кисет. Есть что-нибудь в кисетах? Есть. Табак. This aroma is familiar, but to recognize it, I must construct my associations in one Не, ну ты picture. хорош, конечно. Это, конечно, не только тебе создать картинку. Вообще должен быть корабль. Конечно, видит. Да. О. Обычно видит, как право влево. Конечно, да. Давайте вот так. Надо сделать. Надо же еще присоединить все. Так. Соединили. О, трубка двигается вниз, нормально. Yes, Отлично. this is a coarse tobacco, quite strong and very popular among sailors. И все? Это все, что надо было узнать? Ну ладно. Мертвый Питер. Окей. Давай посмотрим тебя. The weapon fully penetrated the body. The force of the blow was immense. Невероятная сила. Ну да, чтобы кинуть так гарпун. This man is in his 50s, yet he still looks quite strong. Peter Carey was fully dressed. He was not caught by surprise. It is possible that he knew his То есть, если он murderer. был голый, то его не застали бы врасплох. Не застали бы. Смотрите. Свой нож. Поворачивайся вперед, что ли? This blood is from the pool underneath the dead body. То есть, значит, его... This wooden handle is plain and solid. Peter Carey tried to defend himself with this knife, but he did not succeed. Безуспешно. Плохо. Плохой моряк. Плохо. JHN are probably the initials of the owner of this notebook. The pattern of the blood stain indicates that the notebook was not lying on the floor prior to the crime, but it was dropped into the pool of blood after the death of Peter Carey. These abbreviations mean something, but what? Хороший вопрос. Я у тебя хотел спросить, правда. Что еще? Одежда, лицо. Peter Carey was impaled to the wall by a whaling harpoon. Реально Шерлока. Опа, у нас открылся дедуктивный вывод. Давайте сделаем. Ух ты. Это отличается от того, что было в другой игре. Найдите. Чё? Стоп. Ладно. Клепал надо соединить попытки взлома. Без тени нет садовника. Давайте пробуем нет садовника. Попытки взлома нет. Пустая книжка. Понятно. Прибитие. Понятно. Это вообще не то. Нет выбора. Ладно. Попытки взлома. О, точно. Рисуйте картину происшествия. Используйте вывод. Быть светильником. Задача устроить засаду. Можно устроить засаду сегодня, посмотреть, не повторится ли взлом. Точно. Он же может прийти за этим.
Aha, someone was here yesterday. They attempted to force the door to gain entry. Что ты молчишь? Рот зачем открывается? Открывай засаду. Так. Табачный кисет был найден. Можно спасить. Скорее всего, тоже нужно. Следы. Надо проверить следы. Так, Лестер, подойди. Я хочу сначала кое-что сделать. Следы. Я отдохну. These boots don't match the footprints. Знаешь, здесь был тут еще повезло. Эти следы оставил убийца. Что у нас еще? Давайте сначала спросим. Как все. Потом все на самом. Говорить. Тут долго. Курит ли Питер? Is this your husband's tobacco pouch? I'm not sure. It might be. But he hadn't smoked in a very long time. Прикольно. Если он не курил давно, то чай кисет. Your husband's private papers. Do you know where they are? There was a small tin box, barely larger than a book. He kept his papers there. It should be somewhere in his cabin. Нет. А, в хижине? Thank you, madam. А в хижине нет. Или вот в этой хижине? Значит, что еще? Ну, там ее нет. Ладно. Идем устраивать засаду. Быстро. Поехали. Well, Mr. Holmes, what do you think? I think that we are lucky. And why is that? Because of last night's attempted break-in. Oof, you've lost me. It is very probable that whoever came here hoped to find the door open. They tried to force it with a knife blade, but they failed. What will they do? Why, return tonight, when they will be better prepared. Aha! So what do you propose? We shall remain on the outside, near the window, where we stand the best chance of catching sight of our visitor. Well, gentlemen, ready your pistols. We have a long night ahead of us. Так, нам нужно найти где спрятаться. Он сказал смотреть в окно. Здесь окно только сзади. Значит, надо будет спрятаться сзади хижины. О, нашел. This looks like the perfect hiding place. Отлично. Значит, будем здесь. Пропустили важную информацию, можно посмотреть. Это очень хорошо. Продолжить. Поехали. Засада, конечно, вообще. Shh. Did you hear that? Они что громко говорят? Преступник вообще ничего не слышит. Опа. There's someone there. I'm gonna collar him. I'll be right behind you. Такой походкой вольной. Hold it right there. Пошел его захватывать. Идет пешком. Ну, посмотрим, кто это. All right, my fine fellow. Who are you and what are you doing here? You're detectives, I suppose. You imagine that I'm connected with the death of Captain Carey. I assure you I'm innocent. Руки. Innocence?
Именно. And what are you doing in his Что ты cabin? забыл в этой хижине? Shall I tell you? You came to retrieve what you had lost after killing Peter Carey, but we were here waiting for you. Отлично. What is your name? Что сказал? John Hopley Nelligan, but I didn't. О, Do you ДХН, deny that кстати. you came here yesterday? No, but I. ДХН, Yes, они были- it's just that I couldn't. I'm tired of this. Off we go to the yard. Tomorrow, I'll see that you're put in front of the judge. What? But you can't. I'm not. It's a terrible mistake. Ужасно. Enough. You can Нормально explain всё. all of that to the judge. You're Замок coming with me вижу, to the где yard. убит Питер Керри. But Хотел In light забрать of recent что-то. events, it seems evident that your Скорее всего, coming here Шерлок was unnecessary. All the same, I'm very grateful to you, Mr. Holmes. You are То welcome, есть я был не Inspector. обязательно здесь. But please don't be too hard on our young Ладно. fellow. I would like to question him tomorrow morning. То есть меня позвали, еще говорят, что я здесь был не обязательно. Отлично. Инспектора, блин. Я. Куда мне? А, тоже я. С этим поговорить. Нет, мне сказать, я. Сейчас мы поговорим с этим парнишкой. Том. Что он? Откуда он, с какого района? Сейчас мы все у него узнаем. Чё? Допустите подозреваемого, не осмотрите вещи. В комнате для удета. Good morning, Mr. Holmes. Can I help you? Good morning, Constable. I would like to speak to the fellow who was arrested at Woodman's Lee last night. Ah, the young man. He's waiting in the interrogation room. You can go straight through. His belongings are held in the evidence room. Thank you. Здесь Холмс, ура, да везде смотрим. Еще назад мистер. В сериале такого не было. Так, здесь вот сюда. Вот некуда. Mr. Holmes? Холмс. Его зовут мистером. Так, здесь ничего нет. Привет. О, что-то на столе. Вот и улики, These значит. are the suspect's belongings. Вещи подозреваемого. Кольцо. Там что-то было написано. О, From R. Dawson. остальное. To my friend А, понятно. Осталось на моему другу и and partner, партнеру. 1883. Dawson. I've seen this name before. Perhaps my archive holds the answer. Хорошо. A handkerchief with the initials JHN. Правильно, A его и pocket зовут. knife. Карман нож. It was used to force the door of Peter Carey's cabin. Ну, лучше нож. The notebook that we found on Peter Carey's cabin floor. Ну, ты же These её смотрел. abbreviations mean something. Ты повторяешься, what? Холмс. Это плохо. Смотреть вещи выполнены. Тебе больше ничего интересного нет? Давай посмотрим. Ничего, скорее всего. Пишите искать подозреваемого. Где он сидит. Значит, не он. О. Джон Неллиган. Давайте поговорим с вами. Давайте сразу начнем. Записная книжка. Does this Году. notebook belong to you? Yes. But where did you find it? I did not know. I thought I'd lost it at the hotel. В отеле, конечно. What do these abbreviations mean? Oh no. I beg you, I can't. Я не могу If I рассказать, told you, it would что only хуже. make things В смысле, worse. хуже. But I will find out eventually, Mr. Nelligan.
Тебе же хуже. The police seized this valuable ring from you. Блин, ну ладно. Whose is it? I didn't steal it from anyone. It has No. always belonged to me. О. Значит, это было моим. Следы неизвестного, острый нож, гравировка на кольце. The ring's date of engraving is many years ago. You would have been a child then, hardly in any position to receive such an item from a partner. Морской нож. The sea knife was found near Carey's body. Tell me, Mr. Nelligan, did Mr. Carey try to defend himself or to attack you with it? I don't know. I didn't kill anyone. Ты отвечай на вопрос, Моё, наезжает. Давайте смотрим его. Шапочка. Потертая кепка. Шея. Тонкая шея. Заплаточка. Рукава. А, дорогая ткань. Заплатка, рукава. Ой, дорогая ткань. Хорош. Искусно сделанная пуговица. Ну да. Короткие рукава. О, руки у мозоли все. Мозоли. Странно. Портрет создан. Отлично. Владелец кольца кто, блин? So, Mr. Nelligan, who is the true owner of the ring? The ring is mine. Ты чё, блин, врешь мне тут, а? Компостник сведения жертвы. Пиджак отца. Пиджак отца. Гравировку можешь сделать. Добавить сведения жертвы. Пиджак отца куда? No, Mr. Nelligan. I believe that the ring had belonged to your father. Oh, but how do you know? Ах ты, The jacket врунишка. you are wearing is made of an expensive fabric that only a man of exceptional wealth could afford. You do not seem to me to be a rich man, Mr. Nelligan. Furthermore, the garment is ill-fitting. It is quite clear that it belonged to someone else, most probably your father. With your father gone and taking with him the family's wealth, as a little boy you had to find yourself a manual job, and it was most probably cleaning fish. You cut your hands often while working. I can tell from the scars. I'm speechless, Mr. Holmes. It all happened exactly as you say. Холмс, ты чё, блин? Ты давай Well, лучше не I will see you скрывайся. soon, young man. Ладно, еще увидимся. Please let me go. I'm innocent. Сиди, молчи. Выпусти, опа. Детективный выпуск. Питер был вооружен ножом и не успел использовать убийцы несколько. Только не курил, прибит к стене. Кизлова записная книжка. Дед садовника. Ваша коробка. Так. Чего бы попробовать-то? Надо подумать. Пытки взломали, записная книжка не видно. Садовника. Ваша коробка. Хищный дом. Запрети продавать книги. Ваш коробка не садовника. Понятно. Ладно, вашу коробку оставим. Записная книжка, попытка взлома. Вот, точно. Сразу не думалось. Взломщик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку. Оброненную им уже натекшей крови жертвы. Это оказывает вину человека, предпринявшего эту попытку. Доказывает, но что-то он не похож на убийцу, не смахивает, если честно. Я даже не могу сказать, что это он. Мне кажется, слишком просто было бы это. Я
Холмса. Еще что-то? Окей. В принципе, да. Так, попытки взлома. Я думаю, должно быть и... А, что ж это? Что еще такое есть такого у нас? Скорость реакции и комплексности. Точно. Что у нас вышло из этого? Провести эксперимент. Нужно установить, мог ли нетренированный и неумелый человек кинуть гарпун так, чтобы убить с ним другого человека, проткнувший его насквозь. Ого, я буду эксперимент делать. I need to stage a reconstruction. I'm sure that Watson would be happy to oblige. Пойдем с Ватсоном поговорим сейчас. Подготовиться к эксперименту с гарпуном. Какая вроде в этом? Сейчас с гарпуном. Что-то я чухаю, мне надо будет за гарпуном потом искать в архиве. Ага. Гарпуны только есть в хижине. А что сюда бегу? Вот она. Давайте сейчас давайте. Так, Бейкер-стрит съездим. Задача. Улики. Улики. Весь не проводной. Питерки не курил. Попытки взлома. Ладно, тут каждый ничего не делает. Если бы сходился, наверное, зачем бы вылез. Ватсон, Ватсон, вот и Ватсон, Ватсон. A spot of whaling, Watson. Would you care to take part? Are you serious? Серьезно? No. But we do need to clarify what happened on the night of Black Peter's murder. A reenactment, then? Is something bothering you? The sailor's knife, Watson. Why was it on the floor? Peter Carey attempted to defend himself? It is possible. But if that is the case, then it alters many things. I don't quite follow you. Tell me, my friend, what is the animal closest to man, morphologically, I mean? Ah, I see what you're getting at, Holmes. You asked me that once before. On the Ripper case, I believe. Do you want to slit some more pigs' throats? No. Thank goodness for that. I wish to impale one with a harpoon. Wonderful. Watson, let us pay a visit to our butcher friend in Whitechapel. We require the carcass of a well-fed pig. And the harpoon? One of the harpoons on the wall of Black Peter's cabin should do quite nicely. Так, вот, нужен гарпун. Так, ну здесь есть еще одна штука. Кольцо. Телескоп. Смотреть. Опа. Ужас. Лучше не смотреть на него. Готовный стол. My analysis table. It is useful for my work. Окей, где твой архив? Не в книжке? О, может, в газете? О, точно. Так, гравировка на кольце, газеты. Да можно выбрать. Значит, самому. 84 нам не нужен. Банкротство Даусона Нельгена. Вот. Дело. Банкротство. That is not the one I need. Банкротство? А, я так и думал. Надо было сразу. Банкротство инвестиционного
фонда Даусона и Нельгена. Нельген бежал. Инвестиционный фонд Даусона и Нельгена, региональный банк Корнуэлла, объявил о банкротстве в результате серьезных потерь по кредитному портфелю и готовится к ликвидации. Это был 23-й по величине банк в Англии, а его банкротство второе по масштабам в истории. Закрытие банка стало катастрофой для многих корнуэльских семей. Джошуа Нельген, один из владельцев, вскоре таинственно исчез. Последний раз его видели на яхте, готовившейся к отправке в Норвегию. Нельген разыскивается полицией и кредиторами. Понятно, Here что it с is. тобой. Now I begin to understand that young man's story, but I am still unclear as to what connects him with the murder. It is time to ask him. Да, нужно будет спросить. Документы. Вот у нас документы появились. Что там? This is where I Здесь keep я my принес свою post. почту. Хорош. Я буду знать. Что в своей двери? Дверь в комнату Ватсона. О, сейчас посмотрим, как Ватсон живет. Ничего интересного. У меня в комнате лучше. Что за тазик? Можете что ли? Так, поехали за крупуном. Бля, что ж. Так надо нажимать. Лутманс Ли. Сейчас заберем гарпун. Если уж у Холмса не получится, то мне кажется, покажем по-другому. Не смогут потом поиск от мужика. Слишком слабовато. Холмс рассмотрел у него слабенькая шея. А для того, чтобы кинуть карпун, должна быть сильная шея и хотя бы телосложение чуть посильнее, чем у того. Так, карпун в хижине. That should do it. Now I am ready for the experiment. Отлично. Улики. Спросить. Давай сначала съездим в мясную лавку. Нам все равно потом возвращаться к парнишке к этому. Это что такое? Что у него слева от него лежит, что я не понял. Ладно, не приехали. Причем, кстати, быстро. О. Well, here we are in the preparation room. I can't say that I like the smell of it much. What do you intend to do? To indulge myself in a little experiment. The challenge of lancing a pig's carcass with a heavy harpoon. A little experiment? Stand aside, Watson. This might be dangerous. I am not well practiced in this exercise. Yet. Пока. Ну да. Holmes, you should aim for the mark in order to perform the most reliable test. Окей. Ну стой. Ты так не двигайся. Holmes, you should try to aim better and throw as hard. Понял. Давай еще раз. Я сначала просто не понял, как кидать надо. Задержать дыхание, а потом прицелиться. Понял, я держал мышку просто. Ай-яй-яй. Не подрасчитал. На полоску не посмотрел, которая двигается внизу. Да шо ж такое? Мне кажется, что он слишком медленно двигается. Есть. Тушу-то я проткнул. И что? This is the best possible result that I could get. Do you see, Watson? Throwing a harpoon and pinning a man to a wall requires either exceptional strength and training or diabolical luck.
If it was luck, then it was a chance in 1,000 that night. Шанс на 1000. Well, yes. Let us leave now. All right. But before we go, I suppose I'll have to pay for all these carcasses you've happily mangled. Very well, but please hurry. Of course. Хорош Холмс вообще. Давайте, говорит, так побыстрее. Опа. Детектив не появился. Требуется усилий при стене. Раз мы эксперимент проводили. О, даже 2 факта невероятной силы. Нужно быть очень сильным, чтобы проткнуть человека клинком насквозь. Для этого понадобится и мастерство. Двое вместе добились бы такого же результата. Нет. Удачный бросок. Маловероятно, что нетренированный и неумелый человек мог умудриться пригвоздить Питера Керри гарпуном к стене. А если бы я с первого раза попал и прокнул? Окей. Задача. Не похож на обычную речь, какую роль в этом. Поехали в Скотланд-Ярд. Гарпун надо мяснику подарить. Даже шатушек там сзади. Снег предъявит. Ну сразу читаем. Быстро. Я пускал. Интересно, как читать. Смотри, даже нельзя. Ладно. Что поговорим с этим парнишкой? Здесь дверь открыта? Locked. Закрыто? Быстро, инспектор. Дверь закрыл. Вот пойдём, что? Да шо ж я в двери могу пройти. Он все ждет нас и Dawson. I have heard the story of Dawson and Nelligan, the West Country bankers. Yes. Joshua Nelligan was my father. I am aware that it had a bad ending. When the bank failed, it ruined half the families of Cornwall, whereupon Joshua Nelligan disappeared. My father was under extraordinary pressure. Dawson had retired. I was only 10 years of age at the time, but it was still old enough to feel the shame that befell our family. My father was convinced that he could pay off all his debts if the creditors gave him time. He set sail for Hammerfest in Norway in his small yacht, just a few days before an arrest warrant was issued. He left my mother a list of the securities he was taking. No word was ever heard from him again. We believe that his vessel went down, taking with it everyone and everything on board. Thank you for the story, Mr. Nelligan. At last, we are making some progress. Interesting. Joshua Nelligan and Peter Carey were both at sea in Norway. There is definitely some connection between Peter Carey and Joshua Nelligan's disappearance. Так, судовой журнал может пролить свет на связь между... Судовой журнал, я помню, был в хижине. Отправляемся в Удмансли. Полки журнала. Посмотрели. Камеру периодически делают. Заместную лавку выбирали самого просто, кстати. Так, хотел в журнал залезть. Ладно, сейчас залезем. Я уже забыл, что зачем. Ну ладно. Я вроде все посмотрел. Сад смотрели. Судовой журнал был вот здесь. 1883. That's the one I need. This is the crew list of the Sea Unicorn. Изучить текст. This is Понятно. log notes for June. Записи из Nothing unusual. Легкий бриз, умеренный ветер, легкий переменчивый ветер.
Ветерок. Log notes for July. Ничего Nothing special. То же самое. Херня, короче. Log notes for August. These Это pages по-любому have been... интересная вещь. Log notes for August. Понятно. These pages have been выдернулось. torn away. Canadian Pacific Railway, CPR, a torn piece from a bond certificate. I have seen this abbreviation somewhere very recently. There are 3 ways of discovering what happened in August of 1883 aboard the Sea Unicorn. The first 2 of these will require speaking with a dead man. The last would be to locate vital witnesses, the sailors involved in this whale hunt campaign. И что, мы спрашиваем всех? Найти пример отрывок, что ли, лежащий канадской тихоокеанской железной дороги. Был обнаружен в новом журнале. Непонятно. Задание для Уиггинса. Уиггинс! Мы будем обращаться к бродяге. Уиггинс. По фильму я помню этот маленький мальчик. Он здесь на Беккер-стрит. Так, окей. Чему нам... О, по трупу, правильно. The Sea Unicorn. She was the ship that Peter Carey commanded. Здесь посмотрим. Ну-ка посмотрим. Карту посмотрим. Что посмотрим? Так, а куда же нам? Вику, акция. Найти применение. Тут, скорее всего, некуда. Отправимся на Бейкер-стрит. Надо найти, куда эту окно часть точнее. Something new, Watson. I have the list of sailors who were aboard the Sea Unicorn. We shall soon learn what happened to Nelligan's father. I have only to find them. Let us hope they're still working at the harbour. I think that if you pretend you're from Scotland Yard... I doubt it, Watson. And really, I would prefer that all of this remains quiet for now. But I have another solution. I'll call in the specialist. And who might they be? The secret police division of Baker Street. Ah, you mean young Wiggins and his gang? Yes. Believe me, you'll receive more useful assistance from these little urchins than from a dozen yard detectives. Those children are everywhere. They see and hear everything, and they are cunning. All they lack is organization. I'll summon them. How will you do that? There is always a watch beneath our window. I have only to call him. Да, я даже что-то не успел прочитать. Стой. Если вы успели, я вот что-то не успел. Так, это я понял. Всегда есть соглядатай, шпионящий. Я нашмутнул. Его надо решить позвать. Watson, I need Wiggins. Is he anywhere nearby? He's right across the street. You can give him a sign from the window. Отлично. Так, ну, позвать Уиггинса.
Я думаю, на улицу хоть выйду погуляю. Wiggins, could you come upstairs, please? At your service, Mr. Holmes. Wiggins, I need you to track down certain people for me. I'll give you a list. You can read, can't you? Big Oliver from our gang. He can, as his father is the coachman of a famous lawyer. Fascinating. Here is the list of sailors. Sailors? Easy. Just got to look where the rum and the red lights are. Хорош. Пацан реально соображает. Sorry to trouble you, Mr. Holmes, but the inspector asks that you come to the station as soon as possible. Thank you. I'll be there shortly. Зачем? Нужно новые факты по делу. Ты молодец, конечно, но мне нужно найти, куда деть этот отрывок. Good gracious, you caught someone. At least now you have a suspect. Вот здесь подозреваемый. Слушай, ты чай сидишь, пьешь, тоже можешь... My analysis table. It is useful for my work. My archive. I can always consult with it if needed. My archive. I can always consult with it if needed. А у тебя есть в комнате? Интересно. А, не надо. Гримерный столик. Ты гримерный, блин. Вот игру. Куда же мне этого актера засунуть? Стоп. Где твое пальто? Что ли? Без пальта неинтересно. This is where I keep my post. Карта. A map of London and the surrounding area. It could be useful. Блин, надо вернуться, короче, в Уимонсли и найти применение этой акции. Отрывок. А, не успел я поменять. Это все в Скотланд-Ярде есть. Его улики лежат на столе. В блокноте есть КТ. Что там? КТЖД вроде. Да, так, зайдем в комнату для улик. Давайте кто стоит. А, даже не чувствую. Там сам не выбрал, не поговорит. Пустили меня дальше. Mr. Holmes, I'm glad to see you. As always. What happened? We have a new suspect, Liam Hurtley. I'm thinking that this case will be resolved very quickly now. Interesting. Pray tell. Well, the constable that I left at Woodman's Lee noticed a suspicious individual prowling around during the night. Do you have him here? Yes. He refuses to speak with us, but we'll make him talk. Let us hope so. Ah, yes, and one more thing. The constable told me that at the time of his arrest, the fellow was writing a letter. Do you have it? Of course. It's
It's in the evidence room, at your disposal. Admit that for once, Mr. Holmes, Scotland Yard is a step ahead of you, Нет. eh? Breathtaking. Такой сарказм сейчас был. Так, давай сначала в эту залезем. These are the suspect's belongings. I wonder if these are connected. Здесь есть, конечно, связь. No, that's not Ой, it. не то. Мне надо перевернуть вообще. Так, подожди. А что, не переворачивается? Так, аббревиатура. КП. Now we have the proof that Nelligan's papers were indeed here. It seems that they have vanished, however. Опа. Двигаться. Так. Исчезнувшие акции. Попавшая в пробку. А, это я уже... А, я тоже читал, что ли? А, здесь надо выбрать было. Что, оставить, что ли? Прикольно. Ставим удачный бросок. Украденная акционная акция хранились похищенные жизненные коробки. Конечно. Опа-на. Что-то сошлось. Большая. Противник. Стоп. Джонни Неллигана могли застать при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства Питера. Да, Неллиган виновен. Неллиган был Питера Керри. Это указано его ложью тем фактом, что он был на месте преступления. Обвинитель Джон Копи Неллиган виновен в убийстве Питера Керри. Он должен быть наказан, что Джон Неллиган жертва обстоятельств его детства, младшего утраты отца. Он всегда хотел узнать, что произошло. Он принял нелучшее решение, попал в беду. Не. Нет, не может быть виновен. Нельзя так сразу делать. Надо сначала These are the suspect's belongings. Давай, ботинки. Liam Hurtley's old boots. They're a size 9.5. 43, кстати, тоже проверить надо будет съездить. Со следами письмо. The stains are fresh. They can be removed with the proper chemicals. Чистить правильным составом. В лабораторию поедем, A скорее pen. всего. Nothing Ручка, ничего unusual about it. Ничего примечательного. Нравится смотреть. Так, пойдем поговорим с этим моряком. Так, там понятно. А вот. Please escort this suspect for interrogation. Есть, не поговорю. Allow me to introduce myself. My name is Sherlock Holmes. I would like to ask you a few questions. I've already told the police that I've nothing to say. And you're not even part of the police. Мне уже его лицо не нравится. Precisely. And considering your situation, it might be wise to speak with someone who is, shall we say, rather more neutral. You are a suspect in a murder case. I know. Inspector Lestrade told me. It's ridiculous. Could you at least tell me who you are and exactly what happened that you should be brought here? My name is Liam Hurtley. That I can tell you. But you're not getting any more than that. Well, we shall see. Ну, поехали. Чё, шляпы нет? Нет. Окей. Опа. Старый. Руки. Опа. Руки садовника. Чувак, да ты попал.
Просто попал. Следы растений. Ток. Синица. Ну, кстати, когда-то синица была у этой, у той женщины. That's all for now. У жены. Что он пытается скрыть? Что мелик не похож на быстро. Вот в этом. Please escort this suspect for interrogation. Взлом. Tell me, Mr. Nelligan, what exactly were you hoping to find inside Peter Carey's cabin? Давай, расскажи. I was trying to find some information about my father. Табачный кисет, пиджак отца, острый нож, гравировка на кольце, акция. I assume you had another purpose, to retrieve the bond certificates. Am I correct? Yes. I discovered some time ago that a few of the missing securities had reappeared on the London market. You can imagine my amazement. I spent months trying to find them, and at last I discovered that the original seller had been Captain Peter Carey. These papers, they belong to my family, but I could not find them there. That's all for now. Well, I will see you soon, young man. Так, что у нас? Требуется анализ. Найти применение. Подозрительный человек, арестованный полицией за то, что крутился возле Вудмансли. Он бывший солдат с почетом, оставивший службу из-за ранения в шею шрапнелью. Откуда ты узнал, даже не сказал ничего. Сейчас живет тихо, работает садовником. Причем работает садовником. Ой, этих походу вымысли. У Питера Керри. Сначала пойдем анализ лаборатории, а потом поедем и проверим следы попадания, которые в карте. Сейчас они на 2 размера больше, чем все, они должны подойти по-любому. Продолжить. Что мне этот мужик вообще не нравится, которого сейчас поймали? Харли. Так, нам надо лаборатория. Лаборатория. Восстановить письмо. I need to prepare a chemical agent that is capable of removing fresh ink. For this purpose, the chemicals from the flasks should be combined in a certain order to perform a chain reaction. First condition, all 7 reagents should be used. Second condition, orange reagent should be the third one in the sequence after the blue reagent. Third condition, colorless reagent should be added after the orange reagent. Прикольно. И что у нас? 2 оранжевых, 2 бесцветных, 2 синих и зеленых. Берем синий. У нас еще 2 синих. Оранжевый третий. Бесцветный после оранжевого. У нас нам только его придется использовать только 2 синих сначала. Там зеленый. Потом оранжевый. Третий по счету после синего. Ну, после первого синего. Бесцветный после оранжевого. No, something isn't right. I need to start the reaction from the beginning again.
как еще? Первый синий. Давай попробуем второй зеленый. Где мышка-то? О. Третий синий. Что ж такое? Третий по счету просто синий. Простите. Немножко прервались. Позвонили. Продолжим. Так, у нас был синий, зеленый, синий. Теперь попробуем оранжевый. Бесцветный. Нормально. Потом опять оранжевый. И бесцветный. Пипец. И все. Так сложно оказывается. Done. Now I can proceed further. Let us see if the content of this letter sheds a little light upon the mystery. Стираем. Стираем. I did as you asked and hid them well. Interesting. How would Hurtley react to this? Я сделал, как вы просили, хорошо и спрятал. Я умоляю вас изменить. Ну, короче, мнение, скорее всего, я клянусь. И помните ваши клятвы. Я не совершил ничего недостойного, чтобы вы мне. Ага. Письмо от Хартли. Часть текста была успешно установлена после применения реактивов. Надо будет у Хартли спросить. Поедем. Опа, дедукция. Чем дедукция? Так. Письмо и нет садовника. Подожди. Не, то. Нет садовника. Нет, стоп. Садовника не было. Так. Надо подумать. Так. Письмо. Я сделал так. Письмо и попытки взлома. Чёрного. Нет садовника. Никто не подходит. Попытки взлома. Попытки взлома все зашляться. Что я догадался. Ладно. Возвращение записной книжки. Взломщик попытался проникнуть, чтобы забрать записную книжку, оброненную им, в лужу натекшей крови жертвы. Это доказывает вину человека, принявшего эту попытку. Поиски акций. Нельгин искал отцовские акции в хижине Питера, и это объясняет его присутствие на месте преступления. Да. Вот это выбираем. Из этого что у нас вышло? Мотив Нельгина. Джона Нельгина могли заставить при попытке украсть акции. Для него это вероятный мотив убийства Питера. Невинность Нельгина. Джон Нельгин — жертва обстоятельств. Он не подходит под портрет убийцы ни физически, ни психологически. Согласен. Выбрал, нет? Так. Из этого пока еще ничего не следует. Окей. Так, поехали. Узнаем сейчас насчет следов. Следы. Вудман слив. Сейчас проверим. Сапоги 43-го размера. То есть ему хватило, это просто и сразу видно. Показывает, что это не он.
Хартли, который вообще неизвестно кто. Ну, кроме того, что он, походу, садовник. Следы, ботинки Хартли. These boots match the footprints Эти exactly. ботинки оставили следы. Угу. Интересно, интересно. Дедукция сразу же. Следы Хартли нет садовника. Необъясненное присутствие. Ботинки Лайма Хартли совпадают со следами После, что доказывает его присутствие там. Джудит Керри отрицает, что он работал садовником. Пожалуйста, улики. Спросить. Тоже спросить. А скорее всего спросить надо будет у нее. То же самое. Отвечай, женщина. Кто это мужик? Что это за мужик? Ну давай, продолжайся. Лайм Хартли. Does the name Liam Hurtley mean anything to you? No, I don't know anyone by that name. Я никого такого не знаю. Thank you, madam. Подозрительно, да? Вот это, я только что спросил. Не. Стой. Who could do such a thing? Понятно. Ничего ты больше не скажешь. Поехали в Скотланд-Ярд. Спросим у него про письмо и про ботиночки, на которых он оставил след. Чаще укажется, что он садовник, оказывается. И тогда будет еще интереснее. Ой, приехали. Сейчас мы с ним поговорим. Please escort this suspect for interrogation. Пусти решетку, она и без тебя нормально сидит. Woodman's Lee. Tell me, Mr. Hurtley, what were you doing at Woodman's Lee? Woodman's Lee? I've never been there. Угу. Давай. Лечи мне тут. Ботинки, давай. The second pair of boots that you had with you when you were arrested perfectly match the footprints found near the cabin where Peter Carey was murdered. Чё глаза дергались? Footprints? Забегали. That's your proof? How many men have boots like mine? That doesn't make me a murderer. Какой он, а? Посмотри. Агрессивный. Woodman's Lee присутствует. Now that your presence at Woodman's Lee has been proven, would you care to explain it? I don't remember. Ты не помню. What would I be doing there anyway? Ой. Садовник ты. Because you are the gardener at Woodman's Lee. I'm not. Нет. How Какой? did you... Ага. Спалился. I observed your hands. They told me that you work with the earth. Small fragments of plants snagged to your trousers indicate that you were mowing very recently. Понял. But the most obvious clue presented itself in the bird embroidered on your handkerchief. A crested tit, if I'm not mistaken. All right, you got me. Yes, I am a gardener, and I went there to get my tools. Что спрятали? So tell me, Mr. Hurtley, what did you hide? Hide? What are you talking about? О, давай, не надо. Письмо Хартли. Я уже все знаю. I did as you asked and hid them well. Should I continue? My letter?
But the ink, that's impossible. A touch of chemistry, nothing special. Well, you're the smart one, but it's nothing. If you want to know, I was referring to my tools. It was to do with my work, see? I will check that, Mr. Hurtley. That's all for now. Hurtley's stories are false leads, but now I know one thing for certain. I must examine the site where the garden tools are kept, at Woodman's Lee. Поехали. Надо сначала узнать у женщины. Судьба, жил, короче. Что-то он не договаривает. Тем более, что он уже признался, что он сделает. Что здесь не сходится? Точнее, поехал сразу. Продолжить. Да, спросить. Побежали, побежали, побежали. Ну, давай, мадам, рассказывай нам все, что ты знаешь. Madam, we have information that the valuable stolen papers are hidden amongst the garden tools here at Woodman's Lee. We need to find them. Oh my. Our tools are kept inside the shed that's right behind me. Here is the key to open it. Thank you, madam. Спасибо. Зря ты дала мне ключ. Что-то сейчас по-любому. Let's see what could be hidden here. Опа. О, сразу. Доски. Плохо подобранная доска. Опа. А вот и деревянная коробочка. Let us see what is in this box. Что же в коробочке? Ух ты. Мы теперь еще будем взламывать. А что? А вот у меня. Ну, по-моему, скорее всего, надо будет соединять их. Эти полоски. О, отлично. Связка писем. A bundle of letters in a woman's hand with the Carey family monogram. Hurtley and Mrs. Carey were in a relationship. That is interesting. Интересно. Лай, мой дорогой, вы были так добры ко мне все то время, что я вас знала. Я не могу описать свои чувства, но считаю их греховными и ни к чему хорошему не приведут. Я боюсь того, что может случиться. Я боюсь идти против Бога. Я благодарю вас за заботу, но я не могу оставить человека, с которым меня соединил Господь. Это была его воля, и мой муж — это мой крест, который я должна нести. Он превратил мою жизнь в ад. Мясники сойдут, и вам не нужно волноваться об этом. Вот так вот, да, Настя? Угу. Ну-ка, женщина, идите сюда, пожалуйста. Объясните нам то, что я сейчас нашел. Сейчас мы все узнаем. Вы и Лайм Хартли. Madam, I am aware of your affinity with Liam Hurtley. Опа. What are you talking about? Смотрите. О, боже, любовные письма. Кто их нашел? Mrs. Carey, we found your letters. My letters? I asked Liam to return them to me. I wanted to burn them.
Why did Mr. Hurtley put them inside the garden shed? I don't know. I wanted them back, but I couldn't see him, not after what happened. Well, here they are. Oh, this is terrible. Terrible. Liam, how could he? After what he has done. You believe that he killed your husband? No, I do not know. I do not know. Leave me alone, please. Thank you, madam. I wonder if Wiggins has managed to find any sailors. Уиггинс у моряков. Забыл про него. Так, признание. Письмо. То есть где? Не то. Письмо и признание. Отчаянная ревность. Лайм Хартли любит Джудит Керри столь отчаянно, что его ревность могла спровоцировать его на убийство. Согласен. Из этого следует. Мотив Хартли. Отношения Лайма Хартли и Джудит Керри могли дать ему мотив для убийства Питера. Ну это я понял уже. Объяснение присутствия, ну в принципе да. Невинность, вредная сила. Она может быть соединена. Значит, еще. Окей. Возможно, Уиггинс нашел. Пошлите Бейкер-стрит. Говорим с Уиггинсом и узнаем, что он нашел. Интересно получается история о том, о чем это есть. Любовный, как и Керри. Он спровоцирует его на убийство. Тот пацан просто оказался в то время и в том месте. Все равно долго едет. Mr. Holmes, we found the sailors from that list you gave us. Well done, Wiggins. Let me see. Хью Пэттинс, матрос, Джеймс Ланкастер, рулевой, Патрик Кернс, гарпунщик, матрос, Кок, гарпунщик, умер. Подчеркнуть. Так как был он убит гарпуном, скорее всего, надо брать гарпунщиков. Но так как этот умер неделю назад, убийство было недавно, точнее, This man is a harpooner, and his initials are PC, the same initials that were found on the tobacco pouch. Было намного проще, чем я подумал. Ну, все равно догадался. Тоже неплохо. Wiggins, could you gather some information on one of the sailors that you found? His name is Patrick Cairns. Некоторое время спустя. We found Patrick Cairns? Good job, Wiggins. Where is he? He lives in a small furnished dump of a room, but he's always at the Sea Witch pub, where he does arm wrestles for money and drinks. Excellent. Here is your reward. 2 guineas. Thank you, sir. Да не за что. Тебе спасибо. Так, что у нас есть? Питер не курил и Патрик Кернс. Задача проверить Патрика Кернса. Если кисет принадлежит Патрику Кернсу, это указывает на его присутствие на месте преступления. Но это нужно доказать. If I wish to speak to Cairns without alarming him, I had better dress as a sailor. Отличная идея. Пошли. Переоденемся. Шкаф. Ой, не помню, где моряк находится. Распашку, черный, коричневый, зеленый, серый. Надо назад листать. Да, моряк.
Now I can approach Cairns and see if he recognizes the pouch. Морская ведьма. Сейчас мы поговорим с моряком о том, что он там делает. Ух ты. Это он? Это не он. Это он? О. Патрик Эрнс. Сережка, ты зачем? Hello there. Are you Cairns? What do you want? We've heard all about the gambling on arm wrestling here. You seem like the likely sort, and I'm up for it. I start at 10 shillings. Suits me. Прикольно. Че, я сейчас с ним еще буду на руках бороться? О, следите за выражением лица Патрика Эрнса, чтобы угадать его движение. Надавить, держать, ослабить и действовать наоборот. Нажмите, чтобы продолжить. Защита. Накопилось. Атака. Защита. Так, у него высокая спокойность, то есть надо защищаться. Пока он напрягается, он тоже так и делает. Нет, наоборот, скорее всего. Спокойно надо теперь защищаться. А, почти. Защита. О, у меня в самого рука уже устала. Защита. У нас здесь много. Атакуем. Защищаемся. Что он силен? Атакуем. Защищаемся. Удерживаем. Атакуем. Все, защищаемся. Слушай, что-то как-то он мне не нравится. Не-не-не-не-не. Атака. Защищаемся. Спокойно лицо надо такое. Защищаемся. Посмотри, я попал. Защищаемся. Это сложно. Выносливости нету.
Заново давай. Ужас. О, надо руку раздать. А, эта рука и убила. Не, продолжим. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take all... Так, надо понять. С выражением лица что делать. Сидите, пожалуйста. Надавить, нажать, поставить.
Ужас. У меня самого рука, честно, болит, как будто я сам сейчас. You were lucky. Как брался. I wasn't Я focused. отвлекся. Let's go again. Не, давай смотри, я тебя лучше осмотрю. У меня уже рука болит. Так, поехали. Сережка, затащи-ка. Шапка нет, свитер. А что свитер, нет? Руки, сильные руки. Татуировка моряка. Желтые ногти. Что еще есть? А, вот. Дешевая одежда. I've had enough. You're too strong. Согласен. Come back later when you can use your arms again. Портрет есть. Опытный гарпунщик. В настоящее время безработный. Часто бывает в морской ведьме заведении. Популярным среди моряков, любящих побороться за указы деньги. Может, много курит. Что заметно? Пошли пальцем. Окей. Придется. Не понял, что давай еще раз, что ли? Я его осмотрел, посмотрел. I'm ready to try again. Fine. If you want me to take... Интересно, надо было вирус или нет? Давай, я готов. Просто уже мастер рук. Well, good for you, I reckon. You're stronger than you look. Here's your 10 shillings. I'd like to buy you a drink. Good winner as well. That's good. Let's have a drink. Да, надо было раз You're a good type. Seems you've managed to settle down in life. You've got money, eh? Not all that much. Oh, well. At least you're not as poor as me. Why do you say poor? You're not working? I'm a harpooner. But you see, the whalers are rare. They don't pay much. So, as a result, I find myself arm wrestling to pay for my drink. A harpooner? Interesting. You've had a lot of adventures, I bet. Of course. It's been a dozen years since I sailed. I've seen everything. Old Wallace, damn Black Peter, Great Roger, we sailed to the Cape of Good Hope. Black Peter, you say? I've heard rumors about that one. He was the worst of them all. A liar and violent too, swinging those fists of his around. He was a tyrant and not much of a captain. At least not as good as Great Roger. I see. Yes, I was told terrible tales about Black Peter. But you ain't heard the worst. Tell me, and let's have another drink. It was in 1883 that it happened. The August of that year. Peter Carey was captain of the Sea Unicorn, and I was a spare harpooner. We were coming out of the ice pack on our way home. One evening, we saw a little craft that had been blown north. There was only one man on her, and he wasn't a sailor.
The crew must have thought that she'd foundered, and they made for the Norwegian coast in the dinghy. I guess they all drowned. We took the man on board. And who was he? I don't know. During the crossing, he and the skipper enjoyed some long talks. His baggage was just a tin box. That's strange enough. Aye. Even stranger was that on the second night, he disappeared. Nobody knew what happened to him. And of course, nobody could ask Black Peter about it. You know what happened, don't you? I do. I saw the skipper tie his heels and push him over the rail in the middle of my watch on that dark night. 2 days before we sighted the Shetland lights. Black Peter's a murderer. Aye. Those that know him wouldn't be surprised to hear it. But all this must stay between us. All right? Of course. Back in a second. I'm off to the Kazi. I'll be here with my drink. Положите кисет в карман Канси. Проверьте его. Питер Перри постарался скрыть убийство отца Джона. Все, положили, уходим. Так, а что делать? Ну, я же предложил. Что, еще ниже, что ли, надо было? Here it is. О, пипец. И так нормально было. Have you got any tobacco? I've run out of mine. Nah, I lost my pouch. I don't know where. Wait a minute. What's this? Oh, is this your tobacco pouch? Well, oh, it is. Прикольно. Well, I have to go now. I know a captain who's planning an expedition to Cape Cod. Captain Ahab's his name. He commanded the Pequod. He might need good harpooners. I'll tell him about you. Maybe. If you like, aye. Радостный ты какой, а? I'm done here. It's time to leave. Ты просто попал, чувак. А ты радуйся. Так. Кисет и Патрик. Что у нас вышло? Кисет доказывает ему. Кернс подтвердил, что это его кисет. Это означает, что он был на месте преступления и виновен в убийстве. Кисет доказывает визит. Кернс подтвердил, что это его кисет. Это означает, что он был на месте преступления. Но не обязательно доказывает его вину. Да. Потому что он мог просто выпивать с ним. Так, ладно. Еще что-то. Признание письма. Что здесь? Юнифрид был доказан, что Лайм Хартли флиртовал с женой Питера Керри и даже влюбился в нее. Но это не вышло за рамки страстных, безобидных писем слов. Лайм Хартли любит жену столь отчаянно, что вряд ли смогла спровоцировать его на убийство. Давай пока не видим флирт ставим. А если... Мотив Хартли. Отношения Лайма Хартли с Джудит Керри могли дать ему мотив для убийства Питера Керри. Невинность Хартли. Присутствие Хартли в Удмаслей в ночь убийства объясняет его влеченностью Джудит Керри тем фактом, что он работал садовником. Давай, попробуем невинность сделать. Посмотрим, что из этого выйдет. Что еще? Что-то не так. Удачно нашел. Вероятно, сила.
получается, как оно есть. А кто еще, как не гарпунчик, мог убить? Сын, что ли? Не мог, он просто шел за и искал ее. Это любовничек. Скорее всего, реально просто хотел, как Кейли, она твою зовут, к этой мадам. Он ее любил, там все дела. Хотел забрать коробку с письмами. Знаешь, как гарпунчик? Приехали. То куда приехали, не знаю. На следующий день. If you wouldn't mind, Mr. Holmes, could you explain it to me? Все объяснить. As I informed you on our way here, Patrick Cairns is the murderer of Black Peter. Why bring me here? Wouldn't it be better if we were out looking for him? Его снаружи. That would be futile, as he will be with us in approximately 12 Через 20 seconds. секунд. Oh, well, if this is your idea of humour. No, I just heard the front door. Prepare yourself. Хорош. Good day, gentlemen. A young lad gave me a note from Captain Ahab. Am I at the right address? Is he here? Indeed, it is the correct address. But in place of your captain, may I present to you Inspector Lestrade of Scotland Yard? Подстава. That means... It means, my friend, that you are arrested for the murder of Black Peter. What? What? A trap? You think you can take me? Here now. We'll have none of that. And I say that we will. Хорош. Мужик вообще. Ну, виновен получается. Опа. Опа. Бум. Холмс хорошо дерется, оказывается. Не успел. Ой, я получил смачно. Что-то за пробук вообще даже не думал. Херак. Скорее всего, последний удар был. Ничего себе, Холмс не только умный. Такого я, конечно, не ожидал. Are you all right? Are you able to stand? Oh, my jaw. Gore. He took me by surprise, Mr. Holmes. Otherwise, he would have seen what I'm capable of. Ну да, конечно, отмазывайся. Yes, he was lucky. But you got him. It was remarkably easy. He lost his balance after he struck you. And you practice boxing, I know. You must have hit him hard. Our fellow is knocked out. We should call for a police cab and then take you to the hospital. Yes, well, no need for a hospital. I would prefer to keep this between us. You know. Of course, Inspector. The case is closed. Вот так вот. Питер Керри был убит Патриком Кэрнсом, профессиональным гарпунщиком, единственным, кто был способен совершить такой точный бросок. Его табачный кисет обнаружили в хижине Керри. Он хладнокровный убийца. Вы решили отдать его под суд. Найдено улик 16. Заключение Кэрнс виновен. Приговор обвинить Кэрнса. Удерживайте себя, чтобы проверить. Удерживайте, чтобы проверить себя. 16-16. Кэрнс виновен. Хорош. Внимание, вы сейчас закончите это дело. Сохраненные данные этого дела будут удалены. Нажмите «Да», чтобы подтвердить свой моральный выбор. Перейдите к следующей главе. Нажмите «Нет», хотите сделать другой выбор. Да, первое дело закончено. Рейтинг личности искатель. Вот первое дело мы и выполнили.
статистика дела. То есть прогружается еще пока что. Ну, наверное, не будем ждать. Я нажму продолжить. Второе дело сохранится. И я его сниму чуть попозже. Ну, конечно, в первом деле такого, в принципе, не ожидал, что будет столько свидетелей. Особенно появится любовничек у этой женщины. Так, она там верующая, все верующая была. У нее был муж. Она не могла ему изменить. Но дело сделано. Оно было сделано правильно. Из нас выйдет хороший Шерлок Холмс. This trip to the countryside will be good for you, Holmes. As your friend and your doctor, I really do recommend that you give yourself a complete change of scene. Fresh air, brisk walks, bird watching, chopping wood. Sounds intolerable. I mean, certainly it sounds delightful. But you haven't yet told me who your friend is, the one we're going to visit. He is a bee lover. A bee lover? Do you mean that he keeps bees? That must be Mrs. Hudson, bringing the warm cloth that I requested. There is someone to see you, Mr. Holmes. I have no time. Send whoever it is away. Yes, Holmes, I really think we ought to leave now. Ага. Так он и ушел. Mycroft. Sherlock. Mr. Holmes? Perhaps you don't remember me. I'm Dr. Watson. We met at the Diogenes Club a few years ago. I documented our encounter in a short story I gave the title The Greek Interpreter. He does remember you, Watson. My brother remembers everything, and that is why he is so valuable to the government. We're about to depart for the train station. I know. You know? Sherlock, I need your help. There are people who presently threaten both our country and the crown itself. You must help us with those methods of yours. Need? Help? Those are not words I would readily associate with you, Mycroft. I wrote you a letter, but you did not reply. And this is not about politics. It's about people. People similar to those whom you pretend to defend in your petty detective affairs. Everything is about politics with you, Mycroft. I'm not interested. Have some of your agents, your spies, or worse, undertake this job of yours. You are defending your people, and they have little to do with the people I choose to help, I can assure you. That's the point. You think exactly as they do. Who are they? The Merry Men. He is talking about the Merry Men, a band of idealistic terrorists. Sherlock, do please think about it. They are planning something diabolical. Your country needs you. You need me, Mycroft, and you are not the country. Although if your waistline expands very much further... Mrs. Hudson, tea will not be necessary. Dr. Watson, the train conductor, Mr. Parker, is aware that you will be 7 minutes late. You are in the 4th car. The train will be waiting for you. Sherlock, enjoy your time in Staffordshire. And do, please, at least write to me on your return. Сувенир. Достижение. Так, ну все. Первое дело мы сделали. Второе я сниму чуть попозже. Всем удачи.